Привет всем любителям японских ужастиков! Наверняка многие из вас играли в различные хорроры от разработчиков из страны восходящего солнца. Замечательная серия Silent Hill, крайне атмосферный Resident Evil, а если углубиться, то вспомнятся и различные серии вроде Forbidden Siren, The Evil Within, Clock Tower и много чего еще, особенно не сосчитать многочисленные инди-игры, которые появляются в последнее время. Однако, помимо экшенов и шутеров, японцы умеют создавать шедевры в одном очень популярном жанре – это визуальные новеллы. Чего только стоит серия Ace Attorney. Но вот хоррор-новеллы появляются гораздо реже, и в целом их качество постоянно скачет. То попадутся крайне атмосферные, криповые, реально стрёмные игры, где история не отпускает до самого конца, и оторваться от происходящего просто невозможно. А порой попадаются и проходные игры, где большую часть времени просто разглядываешь картинки, чтобы хоть как-то скоротать время. Сама Япония богата на разные страшные городские легенды и мифы, поэтому создать игру, где всякие бабайки вас терроризируют или волосатые девчата из телека пытаются вторгнуться в вашу жизнь и помешать катать в дотку, проще простого. Но что, если я скажу вам, что есть игра, которая берет эту концепцию и полностью переворачивает ее, и где ваша цель не просто изучение страшных легенд, а их развенчание? Друзья, позвольте мне рассказать вам про Urban Myth Dissolution Center, очень годную визуальную новеллу, который лично для меня пока что является главным кандидатом на историю года. Urban Myth Dissolution Center – это по большей части визуальная новелла, где особое внимание уделено детективным расследованиям с грамотным налетом мистики, отличными персонажами и действительно сильным сюжетом, где финал вас не просто удивит, но заставит задуматься над ним вперед. Так хорошо он прописан. Если вы являетесь фанатом подобного жанра, то прямо сейчас ознакомьтесь с трейлером, купите игру, а пока вы качаете какие-то жалкие 2 гигабайта, я расскажу вам, почему эта игра заслуживает каждого потраченного на нее рубля. История повествует о молодой студентке по имени Адзами Фукурай, и вроде бы она совершенно обычная девушка, застенчивая, пугливая, добрая и отзывчивая, но ее недавно начали мучить странные видения. Она встречает в своей повседневной жизни различные силуэты, можно сказать призраков, которых не видят другие люди, и ей от этого становится страшно. Все дело ухудшает тот факт, что также ей в руки попадает некая карточка, которая не сулит ничего хорошего. И от безысходности она решает обратиться в единственное место, где ей могут помочь. Нет, не в психушку и не в пивную, а в центр развенчания городских легенд, где, по слухам, директор этого заведения, Аюму Мегурия, неординарный экстрасенс с великим талантом ясновидения. Попав в центр, героиня знакомится с колоритным директором, и вскоре происходит весьма неприятная ситуация с проклятым стулом. Нет, это не загадка про 2 стула, в ходе которой проклятый артефакт ломается, а директор решает протестировать способности Адзами. В ходе небольшого туториала вы собираете улики, рассматриваете сам стул, используете свою способность и в итоге с помощью найденной информации приходите к выводу, что стул всего лишь миф. Господин директор оценил способности юной девушки и предлагает ей стать агентом, который будет помогать ему в расследованиях. Также Адзами знакомится с другим агентом, девушкой Жасмин, который является водителем центра и будет верной опорой Адзами на протяжении всей игры. Таким образом начинаются захватывающие приключения, которые проведут вас по различным увлекательным делам, где явно замешаны паранормальные явления, и вам предстоит выяснить, правда ли это или всего лишь миф, который нужно развенчать. Извините за небольшой спойлер в начале, но это по сути всего лишь туториал, зато по нему становится понятно, почему эта игра уникальна. Простите за глупое сравнение, но Urban Myth Dissolution Center — это своеобразная японская версия Scooby-Doo, где упор сделан не просто на страшные элементы, а на расследование, саму детективную часть, где вам предстоит узнать истоки легенды и развенчивать различные мифы. Всего здесь 6 глав, первая по сути является большим туториалом, где вы знакомитесь с персонажами и основными геймплейными механиками. О них очень скоро поговорим. Вкушаете атмосферу, великолепную музыку и дизайн. Да, тут пиксель-арт, но он шикарен. Потом игра начинает быстро набирать темп, дела становятся запутаннее, страшнее, легенды все более жестокими или необъяснимыми, и под конец становится все сложнее объяснить происходящее. Естественно, каждая глава — это свое уникальное расследование, но между уровнями прослеживается общая сюжетная линия, которую можно описать как Последним скандалы, интриги, расследования, показать все, что скрыто. И под конец темп нарастает, а игра просто мчится на всех парах вперед, раскрываются новые удивительные детали, и особенно хочу отметить 6-ю главу, где все выполнено так великолепно, где так много сюжетных твистов и вау-моментов, что после финальных титров хочется просто похлопать за проделанную работу, но об этом мы поговорим отдельно.
Геймплейная игра является очень стильной визуальной новеллой. Большую часть времени вы будете читать, и в какой-то момент появятся квиктайм-ивенты, боссы и кликеры, где вы сможете заработать криптовалюту. Это шутка, естественно, вы будете еще читать. Но если говорить серьезно, то разработчики постарались сделать геймплей интересным, пытаясь превратить его в настоящее расследование, где есть ровно 3 механики. Сперва вы знакомитесь с делом. В коротком ролике показывают стильную мрачную завязку. Потом директор Мегурия рассказывает про новое дело и в чем вся суть. Перед тем, как исследовать место преступления или локацию, где была замечена паранормальная активность, вам предстоит окунуться в социальные сети и найти нужное количество улик, которые связаны с делом. Например, сперва нужно найти информацию про жертву, про саму легенду, а также узнать, что об этом думают люди. Выглядит все это прикольно. Вы читаете различные комментарии, кликаете на них, и если в них есть нужная улика, игра автоматически ее запоминает. Также у героини есть специальные очки, которые ей подарил директор. Они усиливают силу ее ясновидения, и даже в соцсетях с их помощью она может выделять слова, которые помогут ей сузить поиск. Вы находите нужные слова, выбираете их по отдельности или вместе, и вас перекидывают на новую страницу, где вы ищете новую информацию. Так продолжается до тех пор, пока вы не соберете все улики. После этого героини и Жасмин попадают в саму локацию, где была замечена аномалия. Там вы говорите с людьми, изучаете вещи, применяете очки, которые помогут героине увидеть тени из прошлого, дадут возможность понять, что здесь произошло, и порой предоставить новые зацепки. Выглядит это поначалу прикольно, но на самом деле очень быстро приедается. Да и какой-то нелинейности тут нет. Пока вы не соберете всю информацию, не поговорите со всеми, дальше не пройти. Сама детективная часть выполнена просто, но крайне увлекательно. Вы осматриваете местность, видите прошлое с помощью очков, а потом, учитывая новые данные, допрашиваете свидетелей или снова осматриваете уже изученные места, чтобы найти новую информацию. Как только вы соберете все необходимое, вам звонит директор, и начинается фаза идентификации, где господин Мегурия задает вам вопросы, а вы отвечаете и таким образом сужаете поиск, пока не станет понятно, с чем вы имеете дело. Выполнено это крайне стильно и круто, прямо как в аниме. Появляется прикольная вставка, где директор открывает большую книгу. С каждым правильным выводом возникает башня или лестница, и под конец вы определяете, с какой аномалией имеете дело. После этой фазы снова чередуется детективная часть, где вы изучаете соцсети, посещаете локации, говорите с персонажами, и так пару раз за эпизод. Чем дальше, тем они длиннее. А эти геймплейные механики вы встретите раза 3 или 4 за уровень. В самом конце уровня наступает финальная стадия, где вам предстоит развенчать миф. На экране появляется мистический замок, и отвечая правильно на вопросы, которые по сути подытоживают суть дела, вы открываете каждую его часть и в самом конце добираетесь до истины, видя развязку дела. Опять же, подан этот элемент очень круто и стильно. Несмотря на то, что на самом деле игра крайне линейная и тут нет никаких наказаний за ошибки, ей удается кинуть вас в шкуру детектива. Узнавая детали дела, Адзами записывает информацию в блокнот, где указываются фигуранты истории, их взаимосвязи и возможные мотивы. Получив нужные сведения, периодически придется провести логическую цепочку событий. Почему произошло то или иное событие, что использовалось, кто причастен и прочие вещи. В таких моментах перед вами появляется фраза, где вам нужно заполнить пробелы нужными словами. Опять же, никаких наказаний за ошибки тут нет, а неправильные ответы просто перечеркиваются. Можно в принципе решить все подбором, если вам лень. Как я сказал ранее, сами геймплейные механики цикличны и ничего другого тут нет. Причем идут они именно в таком порядке: соцсети, исследование, идентификация, снова расследование и финал с развенчанием. В некоторых эпизодах этих этапов больше, в некоторых меньше, и скажу честно, под конец это может немного надоесть. Тем более игра иногда очень растягивает такие моменты. Но именно разнообразием дел и увлекает данный проект. Тут вам и призраки-убийцы, и городские легенды, проклятые объекты, потусторонний мир и много еще чего. Каждое новое дело повышает градус напряжения, и чем вы дальше, тем запутаннее кажется все происходящее. Я бы мог остановиться и на этом, сказав, что проект это хорошая детективная новелла, с налетом мистики и крутым пиксель-артом, но разработчики смогли приятно удивить меня последней главой. Дело в том, что по мере прохождения вы начнете узнавать про саму героиню, про центр, про Жасмин и директора Мегурию, а также о том, как все они взаимосвязаны. И потихоньку начнет раскрываться главная сюжетная линия, которая здорово подана в финальной главе. Она, кстати, длится около 2 часов и по сути является эдаким мини-фильмом. Чтобы избежать спойлеров, скажу лишь одно.
Финал — это такая закрученная спираль событий, что буквально один твист следует за другим, и в конце концов ваше понимание происходящего будет полностью перевернуто. Единственное, что могу сказать, игра периодически оставляет вам маленькие подсказки, которые по идее должны привлечь ваше внимание, но при первом прохождении заметить эти вещи практически невозможно. Зато после финальных титров вы вспоминаете, что было, и приходит озарение, всплывают некоторые сомнительные детали, и вы по-новому смотрите на все происходящее. Но мое вам предостережение: ни в коем случае не заходите на форумы Стима, там много обсуждений со спойлерами. После прохождения смело читайте, почерпнете для себя много прикольных деталей и теорий, но до полного прохождения не читайте вообще ничего, если это не описание игры на страничке в Стиме. Ранее я упомянул, что в некоторые моменты игра ощущается как крутой аниме-сериал, и это не только из-за отлично продуманной захватывающей истории, но и благодаря великолепному саундтреку и потрясающему дизайну. Мне всегда нравится пиксель-арт, и тут он великолепен, поэтому мне даже нечего добавить. А саундтрек настолько хорош, что некоторые композиции звучат на фоне в данном ролике. Музыка придает всем геймплейным моментам нужную атмосферу. Она загадочная, динамичная, порой мрачная, или наоборот, воодушевляющая, когда вы находитесь рядом с разгадкой сложного дела. Саундтрек быстро отправился в корзину с покупками, и я об этом ни чуточки не жалею, правда, что-то дороговато. Конечно, эта игра не идеал, и тут есть пара сюжетных дыр, можно к чему придраться, да и геймплей на некоторые механики могут надоесть под конец, особенно моменты с поиском улик в соцсетях. Но это мелочи, и на них совершенно не хочется обращать внимание. Urban Myth Dissolution Center — это потрясающая детективная визуальная новелла с налетом мистики, которая ощущается крайне свежо, благодаря своей подаче, реально захватывающему сюжету, великолепному визуальному стилю, а также музыке. Во все это дело стоит поиграть хотя бы ради финальной главы, которая действительно поражает и выполнена так грамотно, что захватывает дух. Если вы любите подобные проекты, то смело берите, она стоит каждого потраченного рубля. А для меня это пока что главный кандидат на сюжетную игру года, по крайней мере в жанре визуальных новелл. Поэтому если вы соскучились по отличным мистическим историям, которые захватят вас головой и они отпустят до самого конца, то смело берите, вы не пожалеете. Спасибо вам за просмотр, дорогие друзья. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также заходите на мою кураторскую страницу в Steam, достойны или нет хорроры, где я даю рекомендации по разным хоррор-играм. Я также регулярно стримлю на Twitch, YouTube или в VK Play Live, где мы играем в различные ужастики, ссылки в описании. Буду рад видеть вас на стримах, где мы вместе обсуждаем игры и пугаемся в прямом эфире. Желаю вам всего наилучшего и до следующей встречи.